Было около 6 утра, когда я открыл дверь своего одинокого дома в горах Адирандак, чтобы вдохнуть свежий лесной воздух, наполненный ароматом сосны и утренней росы. Я, Эйден Броуди, бывший журналист, а ныне начинающий писатель, еще толком не проснулся и просто вышел на улицу в своей потрепанной фланелевой рубашке и стоптанных ботинках, зевая и мечтая о крепком кофе, который помог бы мне проснуться и начать новый день в моем добровольном отшельничестве среди дикой природы. И в этот момент я замер, словно пораженный электрическим током, потому что там, всего в нескольких шагах от меня, стоял огромный черный медведь, чье присутствие, казалось, заполнило все пространство вокруг, делая воздух густым и неподвижным. Зверь не двигался, не рычал, не проявлял никаких признаков агрессии, просто стоял там, на моем крыльце, тяжело дыша, с дрожащим телом и спутанной, местами мокрой шерстью, словно только что выбрался из бурной реки или тяжелой схватки с неведомым противником. Больше всего меня поразили глаза этого хищника, влажные, почти человеческие глаза, из которых текли слезы, стекая по морде мелкими ручейками. Только тогда я заметил маленькое, безжизненное тельце медвежонка в пасти зверя. В это мгновение я понял, что передо мной медведица с погибающим детенышем. Я хотел захлопнуть дверь и схватить ружье, но что-то в ее немом материнском отчаянии остановило меня. Мое сердце бешено колотилось, когда медведица сделала несколько шагов за мной и осторожно положила детеныша на деревянный пол крыльца. Затем она отступила и уставилась на меня, словно ожидая помощи. Вопреки всем инстинктам самосохранения, я опустился на колени перед медвежонком, который выглядел размером с кокер-спаниеля, с выпирающими ребрами и запекшейся кровью на ухе. Его грудная клетка едва заметно дрогнула. Я поднял глаза на медведицу и произнес: «Я попробую помочь ему». Завернув дрожащего медвежонка в свою рубашку, я отступил в дом. Медведица просто продолжала сидеть молча, как будто доверяла мне. Медвежонок был холодным на ощупь, и я лихорадочно собирал все, что могло помочь: полотенце, грелку, бутылки с водой. В окне медведица оставалась неподвижной тенью, наблюдающей за домом. Я опустился на колени, пытаясь нащупать пульс медвежонка. Грудная клетка едва заметно поднялась. Слабое, но реальное дыхание. Я создал теплое гнездо из одеял и подушек вокруг включенного обогревателя. Его задняя лапка казалась сломанной, а вокруг уха запеклась кровь. С медвежонком случилось что-то серьезное. Я позвонил Рэйчел Ковальски, ближайшему ветеринару. У меня дома раненый медвежонок. Мать привела его и оставила на крыльце. Она все еще ждет снаружи. После недоверчивой паузы Рэйчел дала четкие инструкции. «Согрей его, проверь кровотечение, давай только жидкость, сделай раствор меда с водой. Позвоню Джинни, она работала с дикими животными. Держись, скоро будем». Я смешал мед с теплой водой и осторожно дал медвежонку несколько капель. После нескольких попыток его язык шевельнулся, и я почувствовал прилив надежды. «Давай, маленький боец». К полудню медвежонок пошевелил лапой, и я рассмеялся от облегчения. Рана на лапе выглядела как след от укуса, опухшая, красная, явно инфицированная. Я аккуратно обработал ее перекисью водорода. Медвежонок вздрогнул, что было хорошим знаком. Его нервная система работала. Когда приехали Рэйчел и Джинни, солнце уже клонилось к закату, медведица отступила в тень леса, но продолжала наблюдать. Джинни после осмотра сказала: «Это укус взрослого самца. Медведи-самцы иногда убивают чужих детенышей. Поразительно, что мать выбрала человека. Возможно, она наблюдала за тобой.
Они провели несколько часов, обрабатывая раны и вводя антибиотики. «Оставим лекарства и инструкции», — сказала Джинни. «Но как только ему станет лучше, ты должен вернуть его в дикую природу». В течение 2 недель медвежонок быстро восстанавливался. Я назвал его Бакстер, хотя знал, что не должен привязываться к дикому животному. Медведица приходила каждый день, иногда ближе, иногда держась на расстоянии. Однажды меня навестила помощник шерифа Луиза Джентри. Служба охраны дикой природы планирует забрать медвежонка и переселить медведицу через 3 дня. Я могла бы отложить это, но ты должен что-то сделать. Той ночью я долго не мог уснуть. Я понимал, что не могу удерживать Бакстера вечно, не могу лишить его возможности быть свободным медведем. Утром я принял решение. Я поместил Бакстера в контейнер с одеялами и отправился в глубину леса. На поляне, окруженной елями, я открыл контейнер. «Это твой настоящий дом», — сказал я, чувствуя комок в горле. Медвежонок неуверенно вышел и остановился, глядя на меня. В этот момент с края поляны появилась медведица. Наши взгляды встретились, и я отступил, показывая, что возвращаю ее детеныша. Бакстер замер, глядя то на меня, то на мать. Медведица издала тихий звук, и медвежонок сделал несколько шагов к ней. Внезапно он повернулся и подбежал ко мне, уткнувшись мордой в колени, словно прощаясь. Я в последний раз погладил его. «Иди, живи свою жизнь, маленький храбрец». Мягко подтолкнул его к медведице, и он побежал к ней. Медведица обнюхала сына, убеждаясь, что все в порядке. Затем она посмотрела на меня и слегка наклонила голову, прежде чем уйти в лес с медвежонком, который только раз оглянулся. Я вернулся в свой пустой дом, который казался слишком тихим без Бакстера. Собрал все его вещи и отнес на чердак, не в силах с ними расстаться. Прошло несколько месяцев. Я вернулся к обычной жизни, писал книгу, гулял по лесу. Иногда выходил на крыльцо и всматривался в лесную опушку, зная, что где-то там живет медвежонок, который спал на моем диване. Однажды осенним утром я нашел на крыльце горсть спелых лесных ягод, аккуратно сложенных в кучку. Вокруг никого не было, но в лесу мелькнула тень. С тех пор каждую осень я нахожу маленькие дары, ягоды, шишки, однажды даже камень, словно кто-то говорит: «Мы все еще здесь, мы помним, мы благодарны». Когда я пишу свою книгу, я часто думаю о медведице, доверившей мне самое дорогое, и о медвежонке, научившем меня, что любить значит уметь отпускать. Они напомнили мне, что сострадание не знает видовых барьеров, а доверие может возникнуть в самых неожиданных местах.